Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Европе начинается пересмотр подходов к устойчивости и экономическому развитию после сигнала из Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп дал понять, что внешняя политика США будет строиться прежде всего на собственных интересах, и в Европейском Союзе это восприняли как важный сигнал. Фридрих Мерц сразу же заявил о необходимости большей самостоятельности Европы. При этом Урсула фон дер Ляйен потребовала нового плана развития Европейского Союза в сфере промышленности и технологий. И это еще не все. В Германии сейчас произошла странная ситуация. Рабочие места есть, но люди едут не туда, где они на самом деле нужны. Почему сегодня предприятия в регионах Германии не могут найти персонал, а большие города захлебываются от перегрузки? И напоследок, в Германии наличные деньги перестают быть, скажем так, спокойным способом хранения средств, особенно для немецких пенсионеров. Комиссии при снятии, закрытии банкоматов и рост краж делают обычные операции рискованнее, чем еще несколько лет назад. Почему же для тех, кто сегодня живет от пенсии до пенсии, даже мелкие потери превращаются в проблему? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европе сейчас формируется новая реальность, и толчком к этому стал не Брюссель и даже не Берлин, а Соединенные Штаты и лично Дональд Трамп. В политических кругах Германии все чаще звучит мысль, что под давлением американских политики Европа сегодня вынуждена менять саму логику существования Европейского Союза. То есть Европа впервые за десятилетия всерьез допускает, что ей необходимо выстраивать более самостоятельную экономическую и политическую линию. Это воспринимается как вероятный сценарий, к которому нужно готовиться уже сейчас. В последнее время Дональд Трамп дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать прежде всего в интересах, исходя из собственных интересов. Союзники важны лишь до тех пор, пока они полезны Соединенным Штатам Америки. В Берлине и Брюсселе это прозвучало как некое предупреждение, то есть прежняя модель сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Европой больше не воспринимается как полностью стабильная. Поэтому сегодня внутри ЕС начались напряженные обсуждения, лидеры стран говорят о необходимости усиления собственной обороны, перераспределении финансов и более жесткой координации между странами-членами. Европа готовится к ситуации, в которой придется в большей степени рассчитывать на собственные ресурсы. Даже канцлер Фридрих Мерц в Германии все чаще подчеркивает, страна не может строить свое будущее, исходя из предложения, что Соединенные Штаты Америки всегда вмешаются в критический момент. По его словам, Европе придется брать ответственность только на себя, даже если это будет дорого и, возможно, политически даже болезненно. Он открыто говорит о необходимости более прагматичного подхода к будущему развитию. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен сегодня в Брюсселе формирует позицию еще резче. Она настаивает на большей самостоятельности Европейского Союза в сфере промышленности, энергетики, технологий и логистики. Европа должна быть готова принимать решения в сложной международной обстановке, независимо от внешних обстоятельств. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что за этим для Германии стоит рост расходов на миллиарды евро, усиление армии, поддержка собственной промышленности и снижение зависимости от Соединенных Штатов Америки неизбежно ударят по бюджету. Но, как заявляет сегодня большинство европейских политиков, выбора больше нет. Таким образом, политика Дональда Трампа уже сейчас меняет всю Европу. Его курс заставил ЕС пересмотреть прежние ожидания и задуматься о долгосрочной устойчивости в меняющемся мире. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии остро не хватает работников, и особо в малых городах и сельских районах. В то время как вакансии остаются открытыми месяцами, или мы с вами знаем случаи, когда даже годами, новые жители-иммигранты выбирают мегаполисы, например, Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кёльн. То есть получается, что там, где рабочие руки нужны больше всего, людей наоборот нет. Мы с вами можем догадываться о причинах, ведь сейчас мегаполисы предлагают не только работу, но и социальную инфраструктуру, например, школы, детсады, клиники, культурные центры. Сюда проще переехать с семьей, здесь больше возможностей для досуга и социальных связей. А вы сами знаете, что в маленьких городах часто нет ни достойной школы, ни детсада, ни даже нормальной дороги на работу. Поэтому сейчас в Германии людям проще искать жилье и работу сразу в большом городе, даже если вдруг зарплата там ниже, чем в региональной компании. Вот вам пример из жизни. 28-летний инженер Салим из Сирии сначала пытался устроиться в небольшом городке Баварии. Предложение от местного завода было стабильно и, кстати, с хорошей зарплатой.
Но проблема с арендой квартиры, отсутствие общественного транспорта и сложный доступ к языковым курсам заставил его переехать в Мюнхен. Там он работает на заводе с чуть меньшей зарплатой, но рядом школа для ребенка и сеть магазинов, клиники и транспорта, которая делает жизнь его семьи проще. Еще хочу привести один поучительный пример. 35-летняя медсестра Мария, которая приехала из Польши, она получила вакансию в небольшом городе Северного Рейна-Вестфалии. Зарплата даже выше, чем в Берлине, но общежитие для сотрудников оказалось далеко от больницы, а детский сад для младшего сына был закрыт из-за нехватки персонала. Это, кстати, то, о чем мы с вами ранее обсуждали в прошлых видео. В итоге Мария переехала в Кёльн, где ей пришлось соглашаться на меньшую зарплату, но логистика и условия жизни были удобнее. Таким образом, мы с вами видим, что если сегодня эта тенденция сохранится, малые города столкнутся с еще большей нехваткой специалистов, а в сельских районах вообще остаются только низкоквалифицированные вакансии и сезонные работы, но именно средний и высокий уровень специалистов уезжают в крупных городах. Это на самом деле замедляет экономическое развитие регионов и создает дополнительное давление на социальные услуги. И, внимание, по последним отчетам, около 60% мигрантов, которые приезжают в Германию, оседают в крупных городах. В малых городах и сельских районах приток едва покрывает естественную убыль населения и отток молодых специалистов. В результате демографическая нагрузка на региональные бюджеты растет, так как, вы понимаете, молодых становится меньше, пенсионеров больше, а местные предприятия вынуждены либо закрываться, либо сокращать производство, что также влияет на поступление в местные бюджеты. Именно поэтому мы с вами в последнее время видим, как местные власти и торгово-промышленные палаты все чаще заявляют о необходимости поддержки именно регионов. Например, льготы для переезда, доступное жилье, улучшение транспортной инфраструктуры и создание школ и детских садов. Но пока крупных федеральных программ от правительства Фридриха Мерца нет, и именно поэтому большинство мигрантов сегодня выбирает мегаполисы. Таким образом, мы с вами видим, что сейчас Германия сталкивается с проблемой структурного перекоса, то есть вроде бы рабочие руки есть в стране, но распределены как-то неправильно. Малые города пустеют, там предприятия испытывают кадровый дефицит, а мегаполисы сегодня, наоборот, перегружены социальными службами и проблемами с жильем. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии наличные деньги перестали быть таким же удобным инструментом, как еще несколько лет назад. С одной стороны, наличные по-прежнему принимаются повсюду, но в последнее время участились случаи краж, мошенничества и даже непредвиденных комиссий, связанных с хранением и снятием наличности. Особенно это ощущают пенсионеры Германии, которые привыкли планировать свои расходы, скажем так, буквально по евро. Сразу приведу пример. 74-летний Рудольф из Штутгарта каждую неделю снимает наличные для покупок на рынке и в магазине рядом с домом. На прошлой неделе при снятии 200 евро с карты он увидел в выписке комиссию 5,5 евро за то, что банкомат счел его карту как бы не своей и провел транзакцию как чужого немецкого банка. Для Рудольфа это была неприятная неожиданность, цитата: «Это мелочь, но для пенсионера с фиксированной пенсией каждая копейка на счету». Еще одна история из жизни. 69-летняя Эмма из Дортмунда. Она хранит часть своих сбережений дома, считая наличные более надежными. Но недавно она столкнулась с потерей средств, и вместе с деньгами исчезли важные документы. Потеря средств оказалась не только финансовой, но и эмоционально тяжелой, так как исчезло ощущение стабильности и уверенности в повседневных делах. Таким образом, мы с вами видим, что сегодня риск наличных растет одновременно с ростом цифровых платежей. Банки сокращают количество отделений, закрывают банкоматы в небольших городах, а оставшиеся устройства обслуживают все больше клиентов. Это создает, соответственно, очереди и повышает вероятность ошибок при снятии денег. Особенно пенсионеры в Германии, привыкшие к регулярным и спокойным операциям, оказываются особо уязвимыми. Согласно данным, за последний год число случаев финансовых потерь, связанных с наличными в Германии, выросло, внимание, на 15%. Чаще всего пострадавшие это и есть те люди старше 65 лет. Исследования потребительских организаций показывают, что именно пенсионеры чаще всего сталкиваются с дополнительными комиссиями при снятии наличных и незапланированными потерями средств. Поэтому я бы вам всем советовал: всегда проверяйте выписки после операции с наличными, храните крупные суммы в банке, а не дома, а при снятии средств используйте банкоматы своего банка, чтобы избежать дополнительных комиссий. Сейчас для вас, как для пенсионеров, это особенно важно, так как фиксированная пенсия точно вам не позволит легко компенсировать те неожиданные расходы. История 70-летнего Феликса из Ганновера показывает, насколько важна внимательность
Он заметил, что при регулярном снятии 100 евро дважды в месяц с комиссии по 4 евро в год переплата составит почти 100 евро. Это сумма, как вы понимаете, которую он мог бы потратить на продукты или лекарства. Для него сейчас это стало уроком. Цитата. «Наличные удобные, но без контроля не могут обойтись дороже, чем я думал». На этом пока все. Спасибо за просмотр.